Всем доброе утро. Мы с Алексеем проснулись. Алексей, время 11:30. Давай иди дела делать. Дети тут вовсю убираются. Олег, привет. Привет. Миша тут уже свою часть уборки сделал. Ты руки потом помыл? Да. Постель заправь, пожалуйста. И не вздыхай. Большой для меня. Ну и что? Ничего страшного, большое. Я его заправляю. Ну, большой. Как ты заправлял все время? Мне Олег помогал. Мы еще свою постель не заправили. Алексей, постель заправь, пожалуйста. А я тут уже готовлю. Поставила казан. Чик. Буду готовить из вот этих вот суповых наборов куриных жаркое. Лук уже подготовила. Сейчас я его нарежу и буду обжаривать. Картофель начистила, помыть не могу. Очень холодная вода. Очень холодная вода. Вообще нас дезинформировали. Сейчас вам морешко покажу. Пасмурная погода. Нам наш друг Ирай сказал, что в Турции 360 солнечных дней и лишь 5 дней пасмурных. Поэтому все поголовно ставят эти солнечные панели. Короче, это выгодно. Это выгодно, безусловно, спорить я не буду, но не 360 все-таки дней солнечных в Турции. Уже, я не знаю, я бы насчитала уже дней 10 минимум, что солнца не было. Это уже 355, а зима только началась. Короче, я не знаю, что делать. Я в расстроенных чувствах, потому что я думала, что мы поставим солнечную батарею на крышу, и так, по чуть-чуть будет вода прогреваться в зимний период. Нам на раковину в ванной в кухне хватит. Но, к сожалению, нет. К сожалению, нет. С утра нет солнца, вообще нет воды. Если вообще нет солнца, естественно, нагреться там ничего не может. И вообще нет воды в кранах. В смысле, я имею в виду горячий, да, даже теплый. Вот. Работать с такой ледяной водой невозможно. Я Алексея подбиваю на то, чтобы хотя бы в раковине на кухне поставить шовбен. Еще один. Шовбен — это проточный водонагреватель. Почему? Потому что, мы в посудомойку посуду просто так не закладываем. Просто со стола мы ее в посудомойку не закладываем. Мы в любом случае ее ополаскиваем в кране, а потом убираем в посудомоечную машину. То есть вот эту процедуру делать достаточно холодно. Овощи, фрукты мыть очень холодно. Прям вообще у меня руки замерзли. Я вот половину намыла. Все, больше не могу, говорю. Прям ледяные руки. Вот. Что еще? Ну и вообще всегда готовлю что-то я. Постоянно руки ополаскиваю. И все это происходит в ледяной воде. Нет, нереально. Нереально. Алексей, сегодня же прям зайди куда-нибудь в Кочдаш или куда и купи этот маленький шовбенчик. Я не думаю, что для этого ванной так прям срочно необходимо. Почему? Потому что, руки можно и на кухне помыть, да? А в ванной мы только умываемся, там зубы чистим, уж как-нибудь это можно будет перетерпеть. В конце концов, например, в вечернее время умываться и зубы чистить можно в душе. Да? То есть в ванну не так срочно, а вот прям на кухню очень надо, очень-очень надо. Купи, ладно? Я уже, заложила куриные эти части в казан. Все это у меня тушится. И сейчас позже буду закладывать уже морковку, картошку. Морковку еще надо почистить, чтобы Алексей мне ее помыл. О май гадабл, как говорит Алексей, кажись, у нас будет сегодня водичка. Солнышко. Вау, какое морешко, посмотрите. Оно сегодня такое буйное. Волнуется. О, плитка ледяная. Дайте тапки. Спасибо. Подожди, а море да такое? О, море, море, предано скалам. Мы тебя закроем здесь, это холодно. Сейчас тепло будет, открой.
Все, прям это самое, сразу все повыползали на балкончик. Семейство мое. Ой, как тепло, друзья мои, реально тепло. Вау, смотрите, с голыми руками стою прям и прям загораю. Солнечные ванны у меня. Супер. Погодка супер. У природы нет плохой погоды? Нет, все-таки есть. Когда дождь, холодно. Когда солнышко, тепло. Море какое красивое. Все так тихо. Никто не шумит. Бассейн пустой. Детвора не шумит. Такое прям умиротворение. Вот. На фоне этого умиротворения муэдзин. Мы уже привыкли. Уже даже как-то без него непривычно. А с ним привыкли. Вот я стою с раскрытым балконом. С голыми руками. И мне классно прям. И мне прям тепло-тепло. Класс. Супер морешко. Блестящее такое, классное. Небо такое, смотрите, красками наливается. При том, что, смотрите, вот здесь какое оно яркое прям. Голубое. И вот здесь какое оно серое. Такая погода контрастов в декабре в Турции. И какое красивое переливающееся море. Супер. Класс. Алекс наконец-то пошел отнести посылки наших друзей к ним. Пошел мусор выкинуть, да, я так понимаю? Ну да. А где мусор? Подъедет. Поняла. Давай. А я тут, смотрите, сколько зелени настругала. Вау. Супер. Супер-мега вкусное сегодня будет жаркое. О. Ой. Прикольно. Паром кнопка нажимается, прикинь, Лёш? Смотрите, какое супер-мега крутое жаркое у меня получилось. Вот такое все красивое, витаминное. Супер, как я люблю. Картошечка мягенькая. Кости сейчас будем грызть на мукбанге с вами. А дети у нас... Миша, сядь хорошо. Ты чего? Ну-ка сядь ровно. Сядь ровно на стульчик, на кресло. Вот так. Сядь ровно, не разваливайся. Вот так. Красивый такой, обросший, кучерявый, похудевший. Я его на диете держу, есть ему не даю. Да? Не дает мама есть? Читай, книжку читает ребенок. Какое классное солнышко у нас сегодня, посмотрите. Ох, греет нас. Детям приятного аппетита, дети кушают. Я готовила вот такое жаркое, вам уже показывала. Картошечка превосходнейшая. Что Миша сказал? Нашу порить надо. Вкуснятинка. Приятного аппетита. Алексей посудку моет. Я отдыхаю, готовлюсь к следующему этапу рабочего дня. Да, Алексей? Первый этап пройден, мукбанг отснят. Да? Что, рецепт будешь? Еще рецепт буду снимать, да. Мне сказали петь. Сколько б не бродил, свет не колесил, сколько башмаков даром износил, где бы не встречал тех, кто просто так задарма чинил башмаки бродяг. Давайте что-нибудь другое. 90. Я пою хорошо. Ладно, не буду больше вас мучить. В общем, вот так проходят мои часы, пока ребята мои на тренировке. Вот. У нас время 10 минут 6. Еще пока на улице светло, как вы видите. Вот. Улица.
Я еще даже со стола не убирала, хотя должна была уже начать снимать рецепт. Вот. Все пою, остановиться не могу. Бедные мои соседи за стенкой. Слава богу, что это не кто-то из вас. Девчонки, первый раз в Турции беру тесто готовое. Мне для рецепта нужно. Я так понимаю, это тесто бездрожжевое, слоеное. Короче, смотрите, здесь внутри... Сначала я такая открыла, думаю, нифига себе, что тесто розовое. А это, оказывается, прослойки эти. Полиэтилен, чтобы тесто не прилипало. И здесь, смотрите, 1000 грамм. Я выставила на весы 5 пластинок. И у меня получилось ровно 503 грамма. Прям как в аптеке, говорю. Вот. И, кстати, знаете, что мне нравится в Турции? Ну, сколько я вот так вот на весы не складывала товаров, я еще не заметила, чтобы так надуривали, как в России. В России обязательно надурят, а обязательно в свою пользу производитель уменьшит вес, да, товара. Хотя нетто будет написано 1000 грамм, все равно там будет там 985, например. Вот. Но не суть. Рассказать вам хотела не о том, а, например, такие продукты, как креветки, что там еще, Леш, красная рыба, стейки, да, то, что вот дорогостоящее, то, куда действительно много-много глазури, каждый производитель старается набузить, да, вот, но там, честно, написано 50% глазури, вот, ну, то есть... Понимаете, да? Россияне пишут не более 6. И там я как-то знакома была с девушкой одной, которая работала... Какой-то капитан в районе... В Одинцовском районе, короче, завод вот этих всяких креветок, всяких там... В масле, не в масле и так далее и тому подобное. И она говорит, что вот когда они размораживают всю эту продукцию, ну и вообще, говорит, и когда замораживают, вообще не более 6% глазури должно быть. Но на самом деле, по факту, когда я размораживаю, я не знаю, ну, не все же являются фудблогерами и взвешивают на весах, да, продукты. Я всегда взвешиваю, потому что мне нужно вам передать точную рецептуру. И когда я кладу на весы, понимаю, что там в 2 раза меньше, чем заявил производитель, вот это вот прям просто, как это сказать, прям вот... Злость берет до самого не могу, знаете. А здесь в турецком магазине Алексей берет, фотографирует, мне присылает. И я вижу, что там написано 50% глазури. И зато честно. Зато честно. Я сказала Алексею, нет, нам такая рыба не нужна. Там были такие аппетитные классные стейки нарисованы на картинке. Так же, как вот здесь булочки нарисованы, там были стейки красной рыбы нарисованы, но, честно, написано 50% глазури. Я говорю, нет, не надо нам, мы не готовы за глазурь платить такие деньги, короче, не надо. И мы не стали просто покупать. Но зато производитель честно написал, что там 50% глазури. Вот что мне нравится в турецких производителях. Хотя... Я по многим продуктам российским, очень многим продуктам скучаю. Я, наверное, как никто в нашей семье скучаю по различным там, по многим продуктам. Но, тем не менее, за российскими производителями такой грешок водится. Вот так как-то. Алексей, тебе не стыдно одно лицо есть? Нет. Угощайся. Ой. Я купил детям этот... как он называется, мятных пряников купил им. Очень вкусно. Угу. Как твои, которые ты делала. Угу. Только слабее пахнут. Угу. Как-нибудь сделаю. Что там было видно? Мишка, я тебя вижу, Мишка. В зеркало вижу. Шкафу там где-то отражается. Угу. Я жарю грибочки. Просто жареных грибочков захотелось. Вот. Лучок сначала прожарила, а теперь грибы.
Пойдемте посмотрим, что делают ребята. Угу. Угу. Собирать все. В доболь играете. Да. Давай с нами. Нет, сейчас грибы пожарим, мы с папой мукбанг будем снимать. Миша, если ты вот так носки будешь в пакете держать, они у тебя потом на выброс в мусор пойдут. Потому что их надо высушить и положить в стирку. И пакеты все собрать и выкинуть в мусор, а не валять их посреди комнаты. Вы пока по тройкам разложите. Давай с нами поиграем чуть-чуть. Нет. Давай Я хотела грибы там жарю, хотела супец кремовый сделать. А там Лена сливки давала. А сливки сладкие. Но там на сливках целый сантиметр прям вот густого, прям вот такой. Все, пускай сохнут. Не здесь, Миша, Миша! А где? Вон труба у вас есть, трубу повесь. Вон труба. Висит этот рюкзак. А сливки сладкие. А, я говорила, да? И там жирный такой слой. Расправь. Густой. И я так думаю, что вот эти сливки должны взбиться. Я не знаю, где она их взяла. Ну куда ты в обуви? Что ты за человек? Сюда, стой сюда, не снимай. Тут ноги Ну он же по пододеяльнику идет в обуви. Ты готов мукбанг снимать? Проголодался? Я Алексея кормила только завтраком, время 9:30. Все, отправляю уже детей спать тогда. Нет. Купаться, спать. Нет. Вы уже тут играете 1,5 часа. Нет. А мы пойдем мукбанг снимать. Нет, мы никуда не идем. Мы не идем спать. Поиграем еще 2 раза. Тип ворчун. Раз, 2. Я вообще не понимаю, как вы с ним играете. Как можно с ним играть, когда он все время орет, психует и хочет выигрывать? Психовал, когда мы играли в домино, а сейчас ничего не психует. Все, собираем, да? По тройке собираем. Да. Да, и кто собрал, то... Сыр. Пап, ну... Мы еще не начали. Вот такая игра Добль. Котя. Очень на... Лещать. Как это на внимательность? На реакцию, внимательность. Можно? О, бой, я ничего не успеваю. Я тоже играю? Если хочешь. Клоун. Кто забирает, должен потом класть. Сердце. Кля. Ну, руки убери. Нежно я руки твои держу, слов не нахожу, ласковая моя. Да ё-моё, должно же, вот, я вижу. Я вижу. Замок. Ищите пока дальше. Рука. Блин. Иньянь. Да елки зеленые. Мама делать все. Все, мама очень внимательная. Мама clever girl. Солнце. Girl. Mother is clever girl. Стоп. Давай сюда. Чего ты в руки берешь? Ножницы. Да, мам. Птичка. Кленовый. Страшно. Выкладывай, что сидим-то, Михал? Луна. Да блин, ну здесь же собака была, которую я сейчас смогу делать. Снежинка. Ха, есть. Миша. Руки, Олег, руки. А, это мои. Вот что ловить надо. А вон те папины? Иглу. Дай сюда, Миша, что ты делаешь? Из 4 уже не собирается обычно. Вопрос. Где? Показывай. Жулик. За этим жуликом надо следить. Давайте внимательно посмотрим, вдруг есть. Да, получилось. Обычно 4 не собирается. Значит, должна собраться. Сейчас. Свеча. Ну все. 6. Олег мое считаю, у Олега 6. У меня 9. 13. 6, 7, 8, 9, 17,
19, 20, 21. 7 троек, короче, мама собрала. 15. 15-21. Мама выиграла. Мама не с самого начала играла, еще и выиграла. Ха-ха-ха.